Салют, people! С вами Human. Глоточек полезной и вкусной информации. Да, сегодня мы с вами посмотрим, что нам продемонстрировал Intel на презентации GTC 2022 в контексте видеокарт и даже немножечко центральных процессоров. Но мы будем говорить больше за софту, что у нас там с рендером, с трассировкой лучей, с аналогом DLSS NVIDIA, только в этом случае мы будем смотреть с вами на XS. Ну и в целом посмотрим, прибедняется Intel или все же хочет себе выделить. Погнали! Так, ну для начала я вам напомню, что Intel XS это метод суперсэмплинга, и он использует машинное обучение для преобразования кадра с низким разрешением и, естественно, в кадр с высоким разрешением. Окей, поняли? То есть основной принцип XS заключается в использовании преимуществ машинного обучения, и все это с помощью встроенного аппаратного ускорения и, естественно, искусственного интеллекта XMX. А он хорошо используется в графических процессорах Xe Cores с видеокартами Arc Alchemic. И, кстати, XS будет полностью совместим с DirectX 12 и использует нейронные сети. Причем все это на основе языка Intel Vector Shading, который работает на архитектуре Intel Arc Simd. И по сравнению с исходным разрешением в 4К, XS 4K с XMX требует вдвое меньше затрат на рендеринг сцены. То есть обычно есть 4К, а есть 4К XS с XMX. Окей? Более того, данная технология даже совместима с DP4A, я вам ранее уже об этом говорил, а это означает, что она может работать на графических процессорах без механизмов ускорения искусственного интеллекта или ML. Говоря за качество изображения, то здесь прикол, потому что Intel XS устраняет все виды ореолов с минимальными артефактами, ну вот допустим мерцание, особенно по сравнению с другими методами масштабирования, ну такие как TAAU. Более того, технология XS имеет собственный встроенный механизм повышения резкости, так что спокойно заменит тот же TAA. К тому же Intel заявила, что XS может достигать гораздо более высоких коэффициентов масштабирования без ущерба качества, ну нежели тот же Temporal Supersampling или Spatial Upscaling. Также Intel поделилась новой демонстрацией XS Rens, которая работала на графическом процессоре Intel Arc Alchemic с фиксированной частотой. Сама демонстрация была запущена при разрешении 1440p с включенной трассировкой лучей, на секундочку, и в разрешении 4К тоже с лучами. Более того, тесты проведены были в каждом разрешении на 5 разных пресетах, а это у нас и Ultra Performance, и обычный Performance, и Balanced Quality, и Ultra Quality. В итоге режим производительности Ultra обеспечивает прирост до 2,5 раз, ну в сравнении с исходным, а режим Ultra Quality предлагает повышение производительности на 27% по сравнению с исходным 4К, то есть нативным 4К разрешением. Что же касается трассировки лучей, то здесь Intel пыталась доказать на практике, почему лучи у них лучше, нежели у AMD и даже у NVIDIA. Ну, умным языком, если говорить, то Intel будет обходить дивергенцию SIMD для шейдеров совпадения, а также текстур, и плюс будет использовать набор аппаратной сортировки для лучей и потоков. Ох, не спрашивайте, но тем не менее все это позволит Intel как раз таки ускорить трассировку лучей на их оборудовании. А сейчас перед вашим взором показатели производительности опытного образца кремния Intel Arc Alchemic. И мы видим, что GPU-шка обеспечивает производительность на 0,775X в Ray по сравнению с DXR 1.0. И в итоге Intel заявляет, что это более серьезный удар по производительности, нежели у той же NVIDIA, а в то время как у AMD там потери вообще громадные. Также Intel предлагает собственное заключение и исправление того, почему этот скачок производительности наблюдается на их графических процессорах. Ну и парочку слов, как я вам обещал в самом начале, о процессорах, а именно о их гибридных ядрах. А то мы все о видеокартах, да и о видеокартах. В итоге, по словам разработчиков, они могут использовать фоновые задачи, ну вот такие как ускорение искусственного интеллекта, анимация персонажей, физика, столкновение, обработка звука, ну и многое-многое-многое другое. При этом, внимание, оставляя производительные ядра с их однопоточной производительностью, которая будет доступна для более требовательных задач. То есть, говоря простым языком, одни ядра выполняют одну задачу, другие другую. Но на этом не все. Есть еще сравнительные данные по производительным ядрам. И вуаля, перед вами результат. То есть, говоря в общем и целом, Intel заявляет, что гибридная архитектура 12-го поколения позволяет увеличить среднюю частоту кадров на 4% и увеличить скорость игровых тайтлов, не всех, а примерно
примерно 90% из протестированных, где-то на процентов 12. Самое большое улучшение, по словам от Intel, естественно, связано с физикой, то есть режим ожидания сокращен на 55%, а общее время кадров на 25%. В общем, друзья, я не знаю как вам, но лично мне было бы интересно подыскать всю эту синюю вакханальную железячку и на процессорах гибридных, и на новых видеокартах, как оно друг с другом совмещается, что у нас там будет по софту, как будет работать XS, ну, в общем, вся эта вот движуха и трассировка получить тем более. Но это было бы любопытно, учитывая, что Intel не нацелен сейчас с Intel Arc алхимиками на high-end сегмент, ну, по типу там 3080, 3080 Ti и тем более выше, не говоря уже за Ada Lovelace. Поэтому было бы глянуть и интересно потискать. На этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. Спасибо большое за вашу поддержку на Patreon, на Boosty и Donation Alerts. Ценю, вижу, уважаю. Ну а с вами, как всегда, был Human, и как всегда, кайфовой вам игры.